Всем привет! Сегодня я к вам с простым пирогом к чаю. Мало того, что он шоколадный, ароматный, он банановый. Тесто я делаю на бананах, которые, не съели. И они уже переспели, а тесто получается замечательное. Попробуйте. Вот этот пирог пеку именно тогда, когда у меня бананы залежались, не съелись. Они уже вот такие вот черненькие, а внутри прям переспевшие. Самое то из них делать этот шоколадный пирог. Тесто получается изумительным. Остальные продукты все простые. Мука, сахар, яйца, растительное масло, какао и добавлю еще кусочки белого шоколада. Можно этого не делать. Добавляю растительного масла миллилитров 100. И немножко перемешиваю. Отставляю в сторону. В миксер кладу 4 яйца. Можно взбивать и венчиком, соединять сахар и яйца. Но структура, когда взбиваешь миксером, получается более такая, воздушная у пирога, не тяжелая. Стакан сахара граммов 190. Одну пачечку ванильного сахара тоже кладу. И взбиваю пару минут, чтобы сахар начал растворяться. Вот буквально до такого вот кремового состояния. И добавляю банан с маслом. Опять же, буквально минутку соединяю. И начинаю добавлять муку. Сначала вот 1 стаканчик добавляю. Перемешиваю. Пакетик разрыхлителя 10 граммов. Сюда же 4 ложки какао. Еще добавляю немного муки. Как немного, еще 1 стаканчик. И всего у меня муки ушло 400 граммов. А тесто, оно должно быть вот такой вот консистенции. Вот как хорошая такая густая сметана. И вот так вот оно должно медленно вот так вот спадать. Оно не должно быть сильно жидким, но и мукой забивать его тоже не стоит. Тогда оно будет вкуснее, нежнее. Насыпаю пару горстей белого шоколада. Можно и не добавлять сюда белый шоколад. Можно добавить кусочки черного шоколада или капли черного шоколада. А можно вообще ничего не добавлять. Размешиваю. Перекладываю в форму. У меня форма, если не ошибаюсь, 30 на 40, чуть больше А4. И ставлю в духовку 180 градусов вверх-вниз минут на 45. Можно проверить зубочисткой. Если пирог сухой, но смотрите, он по своей структуре должен быть немножко влажным из-за банана. Поэтому он просто не должен быть внутри мокрым, но чуть-чуть влажным, да. Так, вот у меня ровно 45 минут простоял в духовке. Я решила не поливать глазурью, он и так какой симпатяга получился. Поэтому глазурь не буду заливать уже его, это будет лишнее. А так, если вы без всяких добавок делаете, без шоколада, можно полить сверху глазурью. Сейчас покажу в разрезе. И вот какой красавец получается, надеюсь, видно. Если вот так вот я делаю, он прям аж поскрипывает, такой вот нежный. И вот здесь вот тоже попадаются маленькие кусочки банана, которые не превратились прям в тесто. И они очень-очень вкусные. И еще забыла сказать, что для тортов эта основа замечательная. Вкусный шоколадный торт получается. Пожалуйста, делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.